31 мая определится победитель Лиги Чемпионов Хвича Кварацхелия или Генрих Мхитарян. Финал между Интером и ПСЖ, это будет потрясающее зрелище, я уверен. Но сегодня я хотел бы разобрать, что писали журналисты, что говорили футболисты и тренеры после выхода Пари Сен-Жермен в финал Лиги Чемпионов. Поехали! Друзья, всем привет! Вот так вот мы пережили эти замечательные минуты. Я, наверное, только сейчас пришел в себя. Пари Сен-Жермен в финале, Хвича Кварацхелия в финале. Ну а самое главное, друзья, я получил визу и я делаю специальный футбольный марафон про путешествие в Мюнхен. Начну я свою поездку на днях, 18 мая. Кстати, это будет мой день рождения. Если хотите меня поздравить, ссылка есть в описании. Так вот, 18 мая я отправляюсь в Бишкек, и оттуда уже 19 отправляюсь в Мадрид. А после будут города, где пройдут финалы всех Еврокубков. И Бильбао там будет, и будет там и Вроцлав, и, конечно же, Мюнхен, главный город, где мы все ждем триумфальной победы Хвича Кварацхелии и его команды. И вот этого, знаете, We are the Champions вместе с кубком. Поэтому, друзья, обязательно подпишитесь на канал, отправьте друзьям. Будет очень много выпусков. Будем общаться с разными грузинами. Будем посещать грузинские заведения и в Париже, и в Бильбао. В общем, будет ужасно интересно. Ну и, конечно, я попытаюсь узнать, насколько узнаваем Хвича Кварацхелия по Европе. В каждом городе будем проводить соцопросы и посмотрим, насколько люди знают, кто это такой и вообще за какую команду он играет. Будет интересно, обещаю. Ну а пока давайте разбираться, есть еще немного времени до этой поездки, давайте разбираться, что было интересного после матча. Я бы, наверное, в первую очередь обратил на интервью президента футбольного клуба Пари Сен-Жермен Насера. Он, знаете, был на тренировке, я это видел, так сурово наблюдал за всеми. Интервью у него было, конечно, позитивное. Он в самом начале, кстати, CBS, Тиерри Анри, Мика Ричардс и Джейми Каррагер, потрясающее шоу. Если вы еще не смотрели, обязательно посмотрите на английском. Но я для вас коротко расскажу на русском. Сразу после игры поймали Насера, с ним пообщались. Он сказал, что чуть не умер по ходу этого матча, потому что чуть ли не сердечный приступ его там накрыл. Очень эмоциональная была игра. Естественно, он был очень счастлив, об этом он рассказывал. Ну, когда его спросили, мог ли он поверить, когда ПСЖ стоял на вылет, что вот он здесь спустя несколько месяцев будет давать интервью как президент команды, пробившийся в финал, он сказал, что, знаете, я об этом не думал. В тот момент я думал, лишь бы вообще мы вышли из группы, лишь бы попали в плей-офф. Но, тем не менее, даже если бы мы не вышли, то Луис Энрике остался бы работать, потому что тот путь, который выбрал клуб, по которому идет Пари Сен-Жермен, это ставка на молодых футболистов. Кстати, журналисты отметили, что 24 года и 261 день средний возраст футболистов Пари Сен-Жермен. Такая молодая команда еще ни разу не пробивалась в финал. Это все отмечали, про это писали все СМИ. И вот президент клуба подтвердил, что действительно это цель команды, это цель развития Пари Сен-Жермен на ближайшие годы. И независимо от того, попала бы команда в финал или нет, независимо от того, выиграет она сейчас трофей или нет, Луис Энрике в команде останется, и по этому пути клуб будет идти. Ну, кстати, буквально на днях появилась еще одна важная новость, что президент ПСЖ оплатит всем сотрудникам клуба поездку в Мюнхен и посещение финального матча. Прекрасный жест, о котором все не перестают говорить. Я думаю, тоже что стоит поаплодировать. Интересно, сколько будет грузин еще на этом матче. Пишите, если вы собираетесь, может быть, не на стадион, но просто в Мюнхен, хотя бы там посмотреть. Ну и, в принципе, мы можем с вами там встретиться. Дай бог, я до туда тоже доберусь. Ну, еще важную тему, которую затронули в этом интервью, это имидж клуба, о чем говорили. И Тиерри Анри, кстати, об этом тоже говорил. Он сказал, что, вы знаете, в моем детстве Пари Сен-Жермен и поездки вообще на Парк де Пренс были, ну, как бы так прикольно, но там было небезопасно, там было не так много болельщиков и не было имиджа такого у клуба. Сейчас он появился, туда ходят семьями, за эту команду болеют, и это стало чем-то даже модным. И, ну, вы видели, какая была атмосфера. Давайте вообще немного вспомним эти кадры, что происходило в городе и что происходило на стадионе во время матча.
Так вот, и после этого Тьерри Анри также сказал, что он очень хочет, чтобы Пари Сен-Жермен этот трофей взял, потому что команда заслужила, и это будет полезно вообще для всего европейского футбола, потому что сейчас вообще люди как-то стали поглядывать, а что вообще там происходит во французской Лиге 1, ну, потому что до этого, мягко говоря, всем было плевать, а теперь интересно, как же там играет ПСЖ. Любопытно также послушать мнение тренеров, главных тренеров команд, Микеля Артета и Луис Энрике, что они говорили. Микель Артета сказал, что он вообще считает Арсенал лучшей командой в этом розыгрыше, что они были лучше не только в противостоянии с ПСЖ, что они вообще всех превзошли и ну, не хватило банальной реализации, что в плане игры в центре поля и на подступах к штрафной они однозначно переиграли Париж, но вот внутри штрафной ничего реализовать не смогли. Но, в общем-то, эту мысль, к ней возвращались все, и ведущие, и игроки Арсенала, они тоже говорили, что как будто бы Арсенал был лучше, но надо забивать голы. Знаете, я здесь скажу от себя, что, друзья, ну вы можете контролировать мяч хоть 90%, если вы голы не забиваете и не реализуете эти моменты, то нифига вы не лучше. Нужно уметь забивать. Но вот Артета добавил, что еще Доннарума, безусловно, лучший игрок этой встречи. И вообще, если бы не он, то ничего бы и не было. Он просто, я имею в виду, Артета отказывался обсуждать какие-то еще детали. Он говорил, что мы лучшие. И вот, ну, если бы Доннарума не было, мы бы победили. Ну, окей, таково мнение Артета. Хотя вот Анри, например, сказал, что это мнение базировалось скорее на эмоциях, а не на какой-то аналитике. При этом Артета также добавил, что не в самом лучшем состоянии была его команда, было много травмированных, и это определенно повлияло на тот результат, который клуб показал. Луис Энрике, в свою очередь, тоже похвалил, конечно же, Доннаруму, куда без этого. Он признался, что это вообще самый сложный матч для него в карьере за время в Париже, ну, как минимум в этом сезоне. И сказал, что этот результат был целью после прихода всего тренерского штаба в клуб. С первого дня они над этим работали, и, как он говорил еще на пресс-конференции, что все заслужено, мы сегодня выстояли, мы сегодня свои моменты реализовали, и поэтому в итоге мы в финале. Ну и, конечно же, он отметил тоже болельщиков и поблагодарил их за такую яркую поддержку. Куда же без Хвича Кварацхелии, его тоже поймали на интервью сотрудники CBS, но оно было такое коротенькое, но тем не менее Хвича сказал, что считает победу заслуженной. Вы наверняка видели, как он без сил упал после финального свистка, потом отдал футболку, что, я думаю, тоже многих поразило, как он легко расстался с такой футболкой. Все-таки не каждый день ты в финал Лиги Чемпионов выходишь. И вот Хвича сказал, что выиграли заслуженно, было непросто, особенно стартовый натиск Арсенала, но потом вот штанга, забитый мяч, они в какой-то степени игру поменяли. Конечно же, тоже отметили действия Луиджи Доннарумы, который команду затащил. Ну и Хвич, конечно, не верится, что все так быстро случилось. Это как настоящая мечта. Еще в январе он был в Наполе, который вообще не играл в Еврокубках, а теперь вот спустя несколько месяцев он в финале Лиги Чемпионов и в одном шаге вообще от победы. А я напомню, что не так давно Хвич сказал вот эти слова. Я мечтаю выиграть Лигу Чемпионов. Моя мечта – это выиграть Лигу Чемпионов. Даже забив рукой. Даже с рукой, неважно. Ну и здесь стоит добавить, что Хвич считает победу абсолютно заслуженной, потому что команда вытерпела, выждала нужные моменты и потом реализовала преимущество. А я еще добавлю, что, друзья, вы об этом писали в комментариях, тоже немаловажно отметить, что во всех 3 забитых мячах принял участие Хвича Кварацхелия. Давайте вспомним все эти голы, давайте на них посмотрим. Первый забитый гол, ну и, пожалуй, самый важный, потому что исход первого матча определил ход второго. Это голевая передача Хвича Кварацхелии, не самый удачный пас, покатил на Дембеле 1-0. Матч закончился победой Парижа со счетом 1-0. Второй матч, ну, казалось бы, да, причем здесь Хвича, там он не участвовал как будто в голевом эпизоде, но посмотрите, вот есть у меня такие кадры, что было перед штрафным. Хвича Кварацхелия подходит к Витине, о чем-то они говорят, не знаю, о чем они говорили, но в итоге следует подача, мяч отскакивает к Фабиану Руису, и потом случается гол. Ну ладно, это может быть формальность, но ведь до этого тот самый штрафной, после которого забивает Париж, там сбили именно Хвичу, то есть здесь, я думаю, отрицать бессмысленно его вклад. Ну и третий забитый мяч Парижа, второй в матче ответном,
Это была ситуация, тоже был фланговый проход, Хвича там немного завозился, казалось бы, мяч уже почти потерял, но успел отдать передачу, Дембеле включился, отдал на Хакими, и третий мяч так был забит. Я уже не беру в расчет все оборонительные действия, про которые мы очень много говорили, которые отмечал и Луис Энрике, и которые отмечал, кстати, даже Тьерри Анри. Если возвращаться все к той же передаче, он сказал следующее, давайте вот посмотрим, чтобы вы не думали, что я это выдумал. When you see Kvaratskhelia running like he did off the ball is just outstanding. What he did in the last minute of the game, and we're going to talk about it, moments, the 2 goals up on aggregate. He didn't try to be the star. He brought the ball back to the corner flag, lost a couple of minutes because he knows that's what it takes to go to a final of the Champions League, although it was 2 goals up. Barcelona didn't. Вот такие слова от Тьерри Анри, круче комплимент сложно придумать. И вообще многие говорили, да, Доннарума топ, но после него второй Хвича. Были споры, ну как же, Хакими, ему дали вообще звание лучшего игрока. На что многие эксперты реагировали вот так, что нет, все равно Хвича был лучший из полевых игроков, но Доннарума, вне всяких сомнений, сколько мячей он потащил, это тоже достойно аплодисментов. И теперь, конечно, вопрос, кто будет лучшим вратарем в финале, Ян Зоммер или Луиджи Доннарума. Ну вот, например, когда Петра Шмейхеля, который тоже на себе сработает, спросили, а кого он считает, может ли он выбрать кого-то одного, он затруднился ответить и от этого вопроса ушел. Но есть еще пару интересных моментов, которые он сказал, что одна из основных проблем Арсенала, что просто некому забивать, некому завершать в этой команде. 20 минут провели замечательно, но ничего не забили и в итоге потом пропустили. И уже при счете 2-0 по сумме 2 матчей была совсем другая игра. В итоге Арсенал вполне заслуженно турнир покидает. Но есть еще комментарии от Невиша, он там просто весь сияет улыбкой, он даже сам говорит, что я очень счастлив, я рад. Вы видите, насколько я счастлив, что сейчас улыбаюсь. Есть еще над чем работать, есть что улучшать в игре Парижа. Главное, что вера есть со стороны болельщиков, со стороны президента. И вот действительно такой единый коллектив у Парижа сформировался. Ну, там еще были мнения Эдегора и Райса, но, в общем-то, они совпадают уже с тем, что я озвучил, что поражение – это часть футбола, шансов было много, мы свои не реализовали, верили до конца, но удачи не хватило. В общем-то, это основные мысли. Давайте еще посмотрим в заключение статистику этого матча. Общая статистика сейчас на ваших экранах. И статистика Хвичи Кваратсхелии. Но видите, что по данным вот этих механизированных, компьютеризированных систем, может быть, он не самый лучший игрок, но, повторюсь, главный их недостаток, что вот они не учитывают предголевые передачи, они не учитывают вот те фолы, которые привели в итоге к забитым мячам. Поэтому, ну, я бы так всерьез это не оценивал. Пишите ваше мнение, ваши впечатления уже спустя несколько дней, что вы планируете на 31 мая, как хотите этот день провести, что ожидать от этого финала. И что готовы вы сделать, если Хвича выиграет Лигу Чемпионов? Знаете, я слышал такие обещания во время Евро, когда Грузия играла с Португалией. Что я сделаю, если Грузия выиграет? Вот давайте сейчас, если Хвича выиграет, пишите в комментах, что вы готовы сделать. Мы самые яркие комментарии выберем и, конечно же, их отметим. Друзья, вам спасибо еще раз за просмотр. Напоминаю, совсем скоро, через неделю, стартует настоящий футбольный марафон. Мой путь 2 недели по дороге на финал Лиги Чемпионов в Мюнхен. Спасибо вам за поддержку. Я признаюсь, что полностью за свои средства делаю эту поездку. Пришлось даже деньги занимать, пришлось специально покупать камеру под эту поездку. Поэтому любая ваша поддержка будет ценна, чтобы я там на улице не остался. В общем, всему рад, всем спасибо. Ну и если вы живете в Бильбао, Вроцлаве, Мюнхене или еще в каких-то европейских городах по пути моего следования, пожалуйста, пишите. Я буду выпуски выкладывать регулярно, каждый день. Поэтому надолго не прощаемся. До новых встреч.